Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где каждый день выходит видео в помощь вам, ответы на вопросы. Также есть большое количество инструментов для изменения, улучшения во всех сферах жизни, ну и практики, настрои, ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И по большому счету в ваших руках все, ваша жизнь в ваших руках. Осознайте, что ваши мысли, ваши эмоции и ваши действия влияют на вашу жизнь, влияют на события, влияют на отношения и влияют на ваше внутреннее состояние прежде всего. Ведь счастье – это состояние души, которое не зависит ни от каких внешних факторов. Научите себя быть счастливыми, и счастье войдет в вашу жизнь навсегда. Помните об этом. Ну и, конечно, это ваш выбор, это ваша жизнь. Сегодня, как и каждую неделю, основное, важное на неделе, ближайшую неделю, сейчас стихия воздух, знаки зодиака, близнецы, весы и водолеи. Мои ветерки дорогие. Еще раз поздравляю я всех весов с днем рождения. И, конечно же, желаю вот этого самого счастья по умолчанию. Ведь счастье – это значит, что все есть. И любовь, и успех, и удача, и благосостояние. Поэтому будьте счастливы. Сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну, а я пока раскладываю карты. По одной карте на каждый знак зодиака, ведь мы же смотрим самое основное. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, влияет на ваши мысли и, соответственно, влияет на вашу жизнь. Как найти акцендент, я уже не один раз рассказывала. В поисковике вводите акцендент, вас выводит на сайт. На сайте вводите свои данные, дату рождения, место рождения, ну и кто знает время рождения, и, соответственно, одним нажатием кнопки вам выдадут ваш акцендент. Ну и в конце 3 карты на исполнение желаний. Начинаем, смотрим. Самое важное, на что обратить внимание близнецам. Обратите внимание на то, что будет идти в вашу жизнь позитивного. Не пропускайте позитивных моментов, а они идут. Идет улучшение материального положения, это точно. Если даже это не постоянное, то в ближайшую неделю, особенно для тех, у кого бизнес, будет какой-то подъем. И если вы правильно используете то, что будет происходить в ближайшую неделю, соответственно, этот подъем, ведь смотрите, успех – это очень интересная вещь. Достичь иногда успеха бывает не так тяжело, как удержаться на высоте. И вот тут именно посыл такой: если вы на вершине успеха, держитесь, значит, предпринимайте действия для улучшения. Идет улучшение межличностных отношений, вижу взаимопонимание, которому это только для тех, кто именно работал над этим раньше.
придут уже результаты ваших трудов. Ну, соответственно, улучшение взаимоотношений как в паре, так между родными, близкими, коллегами, друзьями, ну и так далее. Поэтому принимайте, девочки, для некоторых из вас ближайшая неделя может стать неделей смены статуса в отношениях. Это для тех, кто ждет предложения руки и сердца, чтобы войти в статус невесты. Могут произойти и такие события. Можете получить, наконец-то, долгожданное кольцо и предложение руки и сердца. Ну и для тех, для кого это произойдет, я очень за вас рада. Вот это самое основное. Весы, вы еще празднуете свои дни рождения, так что давайте посмотрим, на что же обратить внимание вам. Обратите внимание на первое ваше внутреннее состояние. Для некоторых из вас вам почему-то захочется одиночества. Может быть, устали, может быть, вокруг не все вокруг приносят радость по разным причинам. Вы знаете, иногда после рабочего дня все же еще зависит от сферы деятельности. Я люблю это состояние, я люблю быть именно сама с собой, не без общения, чисто расслабиться, созерцать. Ну, я еще использую же практики и медитации для развития. Поэтому вот такое состояние у вас может быть, что вы захотите побыть наедине с собой по разным причинам. У каждого из вас причина своя. Также другая сторона медали, что ситуации будут разворачиваться таким образом, что вам надо будет рассчитывать только на себя. Что помощь со стороны, да, она может прийти, но тут получается, что вам легче будет рассчитывать только на себя и действовать в одиночку. В некоторых ситуациях это плюс, и это, соответственно, приводит вас к большей уверенности в себе и, соответственно, к лучшему результату. Для каждого из вас это может быть что-то свое. Водолеи. На что же основное обратить внимание в ближайшую неделю? А вы обратите внимание на тоже опять внутреннее состояние. Осознайте и доверьтесь себе, потому что все в ваших руках в ближайшую неделю. Именно ваше внутреннее состояние, ваша внутренняя сила поможет вам в ближайшую неделю во всех сферах жизни и во всех ситуациях. Тут больше даже нечего сказать. Все в ваших руках. Избавляйтесь от страхов, избавляйтесь от неуверенности. Найдите вот эту вашу внутреннюю силу. В каждом человеке она есть. Главное ее почувствовать и доверить себе. Вот когда вы доверяете себе, соответственно, идет доверие себе, дальше идет уверенность и осознание, что действительно при помощи своей внутренней силы вы можете свернуть горы и поменять все. Прекрасная неделя, кстати, хорошая неделя для всей стихии воздух, потому что я вижу здесь, смотрите, вот это одиночество, это не чувство одиночества, нет, ни в коем случае, вы не будете себя чувствовать одинокими, мои дорогие весы, это именно потребность в отдыхе, потребность побыть
наедине с собой. Это не одиночество. Вот именно в том контексте, что я вижу за картой, это ни в коем случае не одиночество и не грусть. Это просто отдых. И отдых, когда вы можете побыть сами с собой. Поэтому неделя прекрасная у стихии воздух. Тут сразу я могу сказать. Посмотрим, что же еще посоветуют карты для всей стихии. Ну и также ничего, наоборот, все здорово. Карта говорит о том, что вы уверены будете в себе, что будут происходить события, которые будут увеличивать уверенность, увеличивать и показывать вам результаты ваших действий. Я не люблю слово усилий или трудов. И вы на дороге к достижениям. Также для тех, кому нужна помощь. И это касается любого знака стихии воздух. Вот вам человек, который сможет помочь. Это мужчина старше 45 с рыжеватым цветом волос, хотя старше 45 рыжеватый это его натуральный, а тут это может быть и седовласый мужчина, мужчина очень серьезный, очень обстоятельный, и всегда, если он за что-то берется, он делает это до конца. Поэтому вот вам человек, если нужна помощь, он в вашем окружении, принимайте помощь от этого человека, поможет даже материально. Ну что, мои дорогие, прекрасная неделя, и принимайте прекрасные результаты. Ну а сейчас давайте 3 карты на исполнение желаний. Я всегда говорю, желаний много не бывает. И для каждого знака зодиака по одной. Ну что, вы готовы? Загадали желание? Правильно сформулировали? Формулировка правильно? Ой, простите. Иногда хочется сказать быстро и неправильно ставлю слова. Ну что, близнецы, счастливое будущее, мои дорогие. И по карте тоже я вижу, ваше желание исполнится, и вы будете счастливы. Весы. Тоже счастливое будущее. У меня в этом оракуле есть хороших карт по 2, негативных карт по 1. Вот. Вас тоже ждет счастливое будущее, соответственно, ваше желание исполняется. Кстати, негативных карт как таковых нет. Вот. Есть карты, которые просто призывают к размышлениям, к действиям и к переменам для того, чтобы желание исполнилось. А вот близнецы и весы, вы на правильном пути, ваше желание точно исполняется. И я, потому что я вижу, очень скоро. Водолей. Водолеи, вот сейчас не совсем время. Вот наберитесь сил. Вот тут я же почувствовала ваше состояние неуверенности. Почему сейчас не время? Потому что вы не уверены в том, некоторые не уверены, или это ваше желание, и некоторые даже не знают, чего они хотят. Ну а для всех остальных просто наберитесь сил и предвкушайте, и ваше желание исполнится, может быть, не в ближайшую неделю, так в ближайший месяц. На сегодня все. Я желаю вам, мои дорогие, счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира, всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.